Здравствуйте, Девы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад на неделю с 15 по 21 июня. Давайте посмотрим, что вас ждет в этот отрезок времени. Напомню, что вы можете подписаться на мой YouTube-канал, также оставить лайк или сообщение под этим видео. К тому же у меня сейчас стартует акция касательно разбора, нумерологического разбора даты рождения через призму Таро. Кому интересен такой вариант разбора, можете также написать в комментариях. Там в сообщениях, закрепленных мной, есть условия проведения акции. То есть там отсылка на вкладку сообщества, там можете написать вашу дату рождения. Я ее разберу, если она выпадет в числе победивших. Да? Ну, я, скорее всего, одного буду выбирать победителя, но неважно. В любом случае, хотя бы один разбор я точно сделаю. Итак, давайте посмотрим, что здесь происходит у Дев. Неделя с 15 по 21 июня. Я пока что еще перетасую дополнительную колоду. У нас вторая дополнительная колода — это Таро Алистера Кроули, Таро Тотта так называемая. Думаю, она тоже нравится вам. Я сегодня взяла ее, чтобы с ней также сделать наш расклад. Итак, давайте посмотрим, Девы, что происходит на следующей неделе у вас. И начнем мы с понедельника. Итак, понедельник у Дев. Понедельник. Вторник. Среда. Четверг. Пятница. Суббота. Воскресенье. Хорошие карты. Первая девятка пентаклей, которая здесь у вас есть. Карта успеха и успеха материального, в том числе, когда вы можете завершить какую-то работу, получить за нее денежное вознаграждение. То есть это труд, который вознагражден. Это возможность получить какой-то результат, вполне осязаемый, материальный, почувствовать, что ура, я завершил это дело, завершил эту работу, могу теперь себя чем-то побаловать, соответственно. Хорошая карта. Карта девятка пентаклей. Замечательная, как сбор урожая успешный. И тут же карта девятка кубков. Happiness в этой колоде она называется так, в другой колоде материальное счастье называется. В принципе, да, действительно, здесь деньги сопряжены с вот этим получением удовольствия от обладания какими-то финансами. Вы можете здесь чувствовать радость, гордость за себя, что вы смогли этого успеха достичь. Ну и по девятке кубков действительно это достаток, который дает вам возможность излишеством каким-то предаться. Ну, достаточно хорошая карта для вас. Какие-то могут быть и встречи позитивные, оптимистичные, с кем вы встречаетесь здесь. Может быть, что-то отмечаете. Девятка кубков, часто карта застолий. Ну, карта очень хорошая. Начало недели, казалось бы, начало рабочей недели, но у вас она такое очень оптимистичная. И с принцем кубков, который тут также есть, говорит о вдохновении, о энтузиазме, о переполненности чувствами, эмоциями, которые есть у вас и которые на крыльях несут, да, вот этих чувственных переживаний, несут вас к вашей цели. Хотя вы можете в таком вот приподнятом настроении не видеть всей четкости картинки, да, не видеть всей действительности так, как она есть на самом деле. То есть настолько вы оптимистично и через розовые очки на все смотрите, что можете не замечать каких-то деталей. Ну, давайте посмотрим, что здесь еще может быть у Дев. Королева мечей также, да, королева мечей, воздушная и водная стихия. Может быть общение с воздушным или водным знаком. Здесь есть раки, рыбы, скорпионы, есть воздушные весы, близнецы или водолеи. Может быть встреча с таким человеком, может быть какая-то позитивная, такая оптимистичная встреча, какие-то разговоры, которые вас, скорее всего, здесь могут радовать, какие-то по королеве мечей амбиции, которые вам хочется реализовать, даже если это не связано с воздушным знаком непосредственно, да, в вашей жизни вы можете здесь пытаться реализовать свои амбиции карьерные, там, профессиональные, любого рода амбиции, потому что вы окрылены этой идеей, этим кубком, который вы держите в своей руке. Карта императрица, карта знака Телец, может быть общение с человеком знака Телец у Дев.
здесь важная. А также императрица — это мама. Это женская такая очень карта. Кстати, император и императрица, да, выпадают. Пара. То есть пара, парные отношения, важность отношений в паре с вашей второй половинкой. Может быть, речь идет о ваших родителях, мамы и папы, да, императрица и император. То есть это как важная, как инь и янь, да, как важная такая вот единая компания, команда по императору. Император — это умение планировать, умение отвечать за свои поступки, это умение какую-то стратегию выстраивать, это умение разумно действовать. А императрица, она тоже о практичности, о росте, о развитии, о умении здесь взращивать нечто, даря любовь, поддержку, внимание, может быть, своим близким, своей семье. Также может речь идти о желании завести ребенка тоже по императрице. Ну и с императором, да, такая хорошая именно пара, которая здесь у вас образуется. Карта девятка жезлов, карта защитная энергия, и желание здесь по девятке жезлов может быть защитить себя от каких-то неприятностей или оградить себя или своих близких от какой-то ситуации, а также завершить начатое дело, возможно, какое-то дело, рабочий какой-то вопрос, который нужно довести до конца недели. И вот она, эта девятка жезлов здесь у вас есть. Также это и проявление упрямства в определенной степени. И вместе с четверкой мечей вы здесь можете полностью углубиться в выполнении какой-то задачи, как будто бы отстранившись от окружающих. И для окружающих это будет выглядеть, как вы в таком состоянии находитесь успокоения, да, сосредоточенной работы над конкретной задачей. То есть девятка жезлов — это спокойствие, и четверка мечей — это по сути тоже спокойствие, это успокоение такое своего рода. И также это еще и карта какой-то поездки, возможно, которая у вас планируется к концу недели, потому что здесь еще и шестерка мечей также у вас выпадает, то есть перемены, какие-то изменения в вашей жизни, и по тузу мечей перемены, которые вы готовы решительно принимать, да, новые начинания. Шестерка мечей — перемены, туз мечей — это перемены, потому что это туз — это единица. Вы готовы решить какие-то проблемы как раз благодаря тому, что вы готовы что-то поменять. Вы готовы здесь себя от чего-то освободить и повести себя решительно, чтобы вот куда-то поехать, допустим, да, и в таком вот варианте почувствовать себя свободным человеком. Следующая карта короля жезлов — это огненный знак, огненная стихия, и может быть общение с львом, овном или стрельцом для вас будет важным. Но тут же еще и десятка кубков. Возможно, кто-то из вашего окружения или из вашей семьи здесь огненного знака. Возможно, по королю жезлов здесь речь идет о честолюбии, гордости за свою семью, за своих близких. Десятка кубков — это возможность почувствовать себя счастливым и душевное спокойствие испытать от того, что здесь происходит в вашем доме. И по тузу жезлов тоже на воскресенье еще один туз у вас выпадает. Туз жезлов — желание перемен тоже, желание реализовать свои возможности, желание по страшному суду что-то перевернуть с ног на голову, по страшному суду, возможно, сделать какой-то важный выбор, чтобы осуществить эти перемены, соответственно. И это, скорее всего, очень успешные перемены, потому что вы здесь используете свои возможности, которые потом в корне поменяют ситуацию. То есть вы что-то делаете такое и проявляете свою силу, в первую очередь духовную, проявляете для того, чтобы переродиться, изменить нечто в своей жизни и тем самым добиться успеха. Карта «Страшный суд». Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для дев мы завершаем. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя. До скорого.